Всем приветик! Я наконец-то собрала долгожданный фильм о настенной живописи. Я немножко вам покажу такой ускоренный мастер-класс по покраске стен. Видно, как мы их почистили, погрунтовали. И сейчас вот Вова разбивает мне по разным цветам. Ковка в темные оттенки, камень в такой более шоколадный оттенок. Ну и вот это само место, которое мы оставили под живопись, я тоже погрунтовала. Сейчас валиком подготавливается тоже поверхность к покраске. Я ее закатываю в нужный мне цвет, чтобы был приближен именно к тому оттенку, где будет уже рисоваться сама живопись. Тут сундук подкрашиваем. Значит, прежде чем приступить к покраске картины, нужно выкрасить все боковые детали. В моем случае это сундук, штукатурка, окошки, и уже будет видно, насколько мне надо утемнить или осветлить саму картину. Кому интересно более конкретный мастер-класс именно по штукатурке, либо по росписи окошков, я внизу в описании видео вам прикреплю ссылочки. Перейдете, посмотрите, и там будет конкретно мастер-класс по росписи камушек, по штукатурке и по окошкам. Здесь же я хочу больше показать вам, как само панно это рисовалось, именно сама эта картина. Сейчас вот мы просто смотрим, как идет процесс подготовки, потому что будет неполный мастер-класс, если я вам хотя бы чуть-чуть не покажу, как все это подготавливалось. Тоже очень интересно. Здесь вот после того, как я стены закатала валиком, я утемняю, даю им дополнительную тень, чтобы картина была такая объемная. После того, как будет сделана вся подготовка, разбиты цвета по нужным мне оттенкам, я уже их пропишу. Камушек будет камушком, штукатурка штукатуркой, бревнышки все распишу, сундук будет готовый. И уже приступлю к самой картине. Я разобью ее по клеточкам, чтобы мне можно было видеть, где что разместить, потому что на голом чистом листе тяжело рисовать. Нужны какие-то линии, к чему можно будет делать привязку, перспективу нарисовать и посмотреть, какие масштабы. Потому что когда вы рисуете на высоте и рисуете внизу, это совершенно разные вещи. Получается так, что вы нарисовали вроде бы красиво, а отошли чуть дальше, этого элемента либо не видно, либо он слишком мелкий. В общем, на высоте это совершенно другой вид работы. Приходится рисовать более ярко, ну и, конечно же, надо по масштабу смотреть, что крупно, а что мельче надо рисовать. Вот так вот выглядит подготовленный фасад, и будет уже следующий этап росписи. Для росписи я буду использовать акриловые перламутровые краски. Самые ходовые цвета золото, медь, серебро. Они между собой очень хорошо смешиваются, и сочетание цветов вообще идеальное. Вот можно увидеть, как по верхнему окошку, как плавно цвета переходят друг в дружку. Ну, самые ходовые цвета, что я еще могу сказать? Вообще в ковке они отлично смотрятся. Для лучшего эффекта я еще сверху покрашу акриловым лаком, чтобы меньше вымывалось и выгорало вот это золото, потому что там находится пыльца, которая все-таки может немножко смываться. Поэтому лучше всего закрепить это лаком. Вот так потихонечку и прокрашивается каждый отдельный кусочек металла. Вот такая вот в итоге получилась красота. Когда уже все края готовы, можно будет увидеть общую картину, можно уже и приступать к основной работе. Так, я начала рисовать уже. Погода не позволяет уже. У нас осень, 8 градусов. Так по чуть-чуть выхожу и рисую, когда более-менее тепло.
Так, я взяла, сделала уже темный фон и наметила, где у меня будет спать домовой. Это зеркало домового. Здесь у него вот отсвечивает окно в эту комнатку. Там сундук. Сундука есть небольшая трещинка, где начинают высыпаться монетки. Тут у него в комнате уже бочка появилась. И вот, собственно, я буду сейчас продолжать рисовать домового и смотреть, какие еще предметы ему здесь в комнате понаставлять. У меня есть вот такая вот картинка. Это как идея. Вот она. Я взяла вот отсюда идею. Вот видите, здесь вот такой вот котик. Мы решили, что у меня котик с этого бревна вот на этот сундук будет. Точно так же вот так подтягиваться вот так. И стоять вот с этого бревна сюда. Нам даст дополнительный объем. То есть вот так его поставить, это будет очень тоже интересно. Ну, сейчас я буду продолжать рисовать. Вот здесь можно увидеть, что у меня осталась часть разбитой клеточки. Вот тоже есть клеточка. Это я себе для масштаба сделала, чтобы понимать, каких размеров будет вот это все. Ну, а все остальное я уже буду рисовать на свое усмотрение. Вот это такую нитку, здесь будут вещи. Тут вот повешу ее в какую-то лампадку, где будет свет ему, освещение ночное. Потом каких-то тапочки, стульчик тут поставим. Ну, буду, короче, думать, какой интерьер здесь наполнить. Сейчас я буду продолжать дальше рисовать. Попытаюсь как-то камеру поставить. Высота, видите, очень большая. И негде эту камеру прицепить. Ну, как бы пусто. Не знаю, буду пробовать на пол ставить. Посмотрю. Если не получится, буду частями как-то вам снимать. Хочется показать, но если что, если упадет камера, то будет печальнее. Значит, я приступаю к росписи. Будем смотреть, что получается у нас дальше.
Так, уже котик приполз на свое место. Пришла весна, я уже могу дорисовать вот эту картину. Наконец-то покажу уже готовый результат. При установке котика мы здесь спачкали стенку тут и тут. Значит, мне сейчас надо все почистить, подгрунтовать, подкрасить. В общем, довести все до нужного красивого состояния. Вот такой котик. Когда уже я все доделаю, я думаю, доски уберутся, и будет уже полная картина во всей красе. Вот так постепенно и рисуется настенная живопись. Вам просто нужно подобрать красивую картинку, немного усидчивости, много-много желания, и у вас все получится. Вот моя идея того, что немного стенки выпало, часть сундука выпала наружу, и это нам позволило увидеть комнату домового, как он живет у меня там под крышей. Видно, что у него сушатся вещи, кот его охраняет, всемирная сеть работает, паучок приносит ему письма разные. Это я вам уже показываю, как смотрится эта красота без ограждений по кругу лесов. Наконец-то мы убрали их, и я смогла собрать этот фильм. Пришлось, конечно, подождать. Прошлого года начала, а в этом году закончила. Ну, что поделать, такая работа. В этом году я уже соберу вам окончательный мастер-класс по вот этому окошку, как оно красится, дорисуем цоколь этого здания. Ну и, конечно, мы сейчас уже приступили к лепке этой башни, потихонечку буду снимать и выкладывать мастер-классы. Так что работа движется, красота красотеет. В общем, еще много всего интересного. Будем доделывать перила, красить вот эту красивую клумбочку. Песка у нас очень много, цемента прикупили, так что работа кипит. Встретимся уже в новых и интересных мастер-классах. Пока-пока!